Настоящий эксперт по выживанию в самых тяжелых условиях. Его охотничьи навыки безупречны, а скромные размеры с лихвой компенсируются непробиваемой защитой и чрезмерно агрессивным нравом, который толкает в бой даже с заведомо превосходящими в силах животными. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Росомаха. Росомаха – наиболее быстрый представитель семейства куньих. Несмотря на плотное телосложение, она может развивать скорость свыше 30 км в час, но лишь на коротких дистанциях. Однако в сравнении с потенциальной добычей это совсем немного, поэтому угнаться за прыткой целью хищнику не под силу. Но имея солидный запас выносливости, зверь может ежедневно проходить свыше 30 километров. Полагаясь на развитое обоняние, он способен обнаружить добычу даже под толстым слоем снега. Широкие лапы выступают в качестве снегоступов, а длинные когти помогают добраться до желанной цели, которой часто становится не пережившая суровую зиму копытная. Невероятно крепкие зубы способны перемалывать как замерзшее мясо, так и толстые кости. Зимой в этих местах ничего не пропадает зря. Разумеется, путешествуя на столь внушительные дистанции, хищник имеет все шансы наткнуться на многочисленных конкурентов. Из всех обитающих по соседству животных именно с волками у Росомахи наиболее тесные, но далеко не дружественные отношения. И вот почему. Во-первых, оба вида обитают на значительной части северного полушария, поэтому их пути часто пересекаются. Во-вторых, и Росомаху, и волка можно считать санитарами леса, ведь падаль – их излюбленная добыча. И в-третьих, оба хищника не боятся вступать в драку. Причем Росомаха, невзирая на уступающие размеры, атакует намного яростнее. И наконец, в суровых условиях снежной зимы такие хищники во многом зависят от найденной добычи. Поэтому между отступлением с последующим шансом умереть голодной смертью и ответным нападением зверь почти всегда выбирает второе. И даже если туша обнаружена раньше, отсутствие подкрепления со стороны серого хищника дает Росомахе зеленый свет, и бесстрашный зверь спешно приближается к врагу. Волк не собирается расставаться с находкой, поэтому первым делом пытается проучить неприятеля. Однако яростные укусы быстро сбивают его с толку, и волк предпочитает покинуть общество яростного зверя. Но Росомаха до победного сопровождает поверженного соперника, показывая самые действенные и болезненные приемы, попутно выискивая уязвимые места, пока, наконец, беглец не окажется слишком далеко от заветной туши. Подобная трепка надолго отобьет желание серого охотника возвращаться, а значит, можно спокойно наслаждаться трапезой. Обонянию Росомахи можно позавидовать, но у серых волков это чувство развито намного лучше, поэтому они без труда находят самое скрытное убежище, и эти хищники не из тех, кто потерпит конкурентов на своих охотничьих угодьях. Однако для защиты потомства мать готова использовать всю свою ярость, силу и бесстрашие, и в, казалось бы, неравном поединке клочки шерсти летят лишь с волчьей шкуры, а значит, проще не связываться со столь свирепой хозяйкой норы. Но волк-одиночка не столь частое явление, и у Росомахи куда больше шансов оказаться в меньшинстве. Хотя даже вдвоем волки не всегда способны прогнать голодного зверя, ведь порой куда безопаснее поискать незанятую добычу. Конечно, пути Росомахи пересекаются не только с волчьими тропами, и к другим хищникам у нее не менее холодное отношение. Даже пума, именуемая горным львом, подвергается нападению, и Росомахе удается застать ее врасплох, ведь большая кошка явно не ожидала от уступающего в размерах противника подобной наглости. А этот молодой, но в разы превосходящий в весе черный медведь, словно напуганный котенок, ищет спасения на высоком дереве. Но присутствие таких хищников, как лиса, койот или шакал, вообще не воспринимается всерьез, хотя их охотничьи навыки могут пригодиться. Не обладая достаточной скоростью, Росомаха не способна угнаться за здоровым, полным сил мастером прыжков.
Лиса же, хоть и далеко не всегда, все же имеет шансы застать врасплох и настигнуть ловкого зайца. Однако, маскируя будущий обед, она вовсе не подозревает о присутствии наглого гостя, обоняние которого быстро улавливает любимый аромат. Не обращая внимания на лисицу, росомаха без всяких сомнений крадет с трудом пойманную добычу, и лиса не решается подойти к столь бесстрашному созданию. Конечно, ей совсем не хочется терять запасы, однако жалкие попытки приблизиться совершенно не воспринимаются всерьез, и найденный трофей уверенной походкой уносится прочь. В целом, росомаха славится своей сообразительностью, и она никогда не упустит шанса поживиться легкой добычей, даже если для этого придется замочить шкуру. Ослабленные после нереста лососевые не способны сопротивляться, но учитывая размеры и вес, вытащить такой трофей крайне проблематично. К тому же, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, росомаха неплохо взбирается по деревьям. Разумеется, взрослую белку не просто застать врасплох, но молодые и неопытные особи могут попасть в ловушку. Пожалуй, единственным сопоставимым в размерах хищником, способным конкурировать с росомахой, является барсук. И если более спокойный европейский родственник, скорее всего, предпочтет удалиться подальше, то американский барсук всегда готов дать бой. Даже имея численное превосходство, росомахи не могут справиться с соперником, и скоро молодой и неопытный зверь отступает. Шкура барсука еще более подвижная и прочная, поэтому добраться до уязвимого места вряд ли получится. Судя по всему, преимущество на стороне росомахи, но, несмотря на все старания, оборону толстокожего соперника не сломить. И после неудачных попыток раздосадованный хищник неспешно покидает общество дальнего родственника. Кроме того, росомахи не терпят общества и себе подобных. Конфликты за самку, спорное владение или пищу оборачиваются ожесточенными драками, и невзирая на надежную защиту, в ходе сражений животные могут нанести друг другу увечья. В холодную пору драка может стать фатальной, ведь она сжигает слишком много энергии, необходимой для поиска пищи. Поэтому в большинстве случаев после демонстрации силы быстро находится победитель, который прогоняет конкурента прочь. Благодаря невероятно скверному характеру, настойчивости и находчивости, росомахи чувствуют себя превосходно даже в тяжелые времена. К тому же, когда одни животные гибнут от холода и голода, другие за их счет получают все шансы дожить до очередной весны. При этом главный враг животных вовсе не волк. Каждой особи необходим невероятно большой участок, что рано или поздно приводит к конфликту с человеком. Поэтому будущее этих бесстрашных хищников туманно. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком. Комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!